Ну, расскажите о себе, как вас зовут, откуда вы? Я Настя, это Даня. Мы из Москвы. Меня зовут Ксения, я из Санкт-Петербурга, из России. Вот, и немного о себе. Я PhD в Political Science, кандидат политических наук это в России, в Европе это доктор политических наук. И у меня свой бизнес, диджитал, маркетинг, соответственно, это пиар, маркетинг. Работаю с крупными российскими компаниями, на счастье, и с коммерческими структурами и институциональными какими-то структурами тоже. Меня зовут Наталья, мне 23 года, я из Тула. Из Тулы? Да. Да. Я фотографом работала в студии, штатным фотографом. А я работаю веб-разработчиком. Привет, меня зовут Олег, мне 40 лет. Я до недавнего времени руководил отделом продаж в крупном агрегаторе такси. Добрый день, господа. Сегодня мы в Стамбуле. Меня зовут Дима. Меня зовут Варвара. И встретились мы тут все не по очень хорошему поводу, к сожалению, хотя город сам замечательный. В этом видео мы хотели бы осветить проблему массовой повальной иммиграции. Причем иммиграции не просто подготовленной, а спонтанной. Вообще это было даже похоже на какой-то исход. Здесь, в Стамбуле, даже была шутка, что как были философские пароходы, тут были философские самолеты. То есть вот в эти даты, 2, 3, 4 марта, сюда был невероятный поток людей, в основном это, конечно, молодежь. Причем, совсем молодежь, я бы так сказал. То есть это даже подростки, даже были. Все, в общем, умненькие очень, все очень классные ребята, но летели просто с одним чемоданом, с переноской, с котом, и, в общем-то, совершенно не подготовленные под происходящие события. Расскажите, как про тот момент, когда вы узнали о начале Спецоперации? В кавычках, назовем это так, да. Но я следила очень много за развитием событий и ожидала, что проходили слухи, что может быть что-то подобное, но настолько подобного никто не ожидал. И я была в шоке, естественно. То есть это был стресс настолько, что, наверное, сравним вот с тем, как родной человек умирает. Вот для меня это был такой стресс примерно. Ни я, ни муж, мы не могли спать, и у меня температура поднялась, физически просто было плохо, до тошноты. А мы должны были на следующий день улетать в Дубай. У нас было все куплено, билеты, отели запланированы. И тут вот начались эти все отмены резкие, отменили билеты. Мы покупали буквально в 8 утра и не понимали, то ли нам ехать, то ли нам не ехать, как нам быть, потому что ситуация очень нестабильная. Решили поехать в Дубай, купили резко еще билеты. Просто грубо говоря, что на неделю взяли, то взяли. Купальники, без вообще раздумий, что конкретно брать. И улетели в Дубай. Мы улетели через, практически 24 часа добирались. И, конечно, все на стрессе были. И я для себя как-то, я еще как-то говорила, что нет, я вернусь. Сначала здесь пойму, что как, и дальше, я имею в виду в России, и дальше буду принимать решения, смотря за развитием событий. Так как я наблюдаю за этой темой, понимаю, что происходит, для меня было понятно, что если все затягивается, значит, во-первых, это ужасно само по себе, да, вся ситуация, которая произошла. Во-вторых, этого никто не ожидал. То есть это все. Для меня не существует вопросов, какие потом последствия это для нас будет иметь. Мы были на даче, у нас 23 февраля собралась вся семья, и у нас большая семья, дружная. Мы как раз думали про то, что давно не общались с родственниками с Украины. Как-то так было тревожно про то, что что-то такое происходит.
сложная. Вот. А на следующий день, буквально это была первая новость, которую я прочитала в телефоне. Вот. И первое, про что я подумала, это брат. У меня двоюродный брат на Украине. Это был шок. Несмотря на то, что, сложная политическая ситуация, никто не думал, что все зайдет так далеко. Вот. И, это какой-то день, который перевернул наше дальнейшее существование. После этого все пошло совсем по-другому. На самом деле ощущения были ужасные. Я проснулась от возгласа Паши о том, что случилось. То есть обычно я крепко и сладко сплю, а тут я вскочила, просто вытрящила глаза и не могла поверить, что это реально происходит, потому что мы говорили об этом, что, и не верили, что это действительно может произойти. Все равно перед этим вокруг были разговоры о том, что это якобы может случиться, и мы в это не верили. Ну да, казалось, что это невозможно. Вот, а в тот момент как будто бы все, что было вокруг, и мы знали, оно порушилось, и обуял какой-то страх и непонятие, что дальше делать, и мы, точнее, наверное, мы в тот момент уже поняли, что здесь оставаться, точнее, в России не вариант. Точно. Какие были сборы? Какими они были? Сборы какие были? У нас, мы же собирались как раз летом попробовать пожить, и у нас есть кошка, любимая наша, обычная дворовая черная кошка, но мы ее очень любим, мы взяли ее с прям месячным котенком, и мы, естественно, собирались переехать с ней. Когда 22 февраля, когда только произошло принятие ЛНР-ДНР, мы подумали, что летом мы, наверное, не поедем, а поедем пораньше, то есть, наверное, надо уже собираться как-то не очень спокойно становится, и мы стали ей делать ветпаспорт, то есть у нее еще не было ничего. Сделали ей первую прививку, а через 2 дня случилось это. Вот, и то есть в тот момент порушилось все еще из-за того, что мы осознали, что мы ее взять с собой сейчас никак не сможем, мы не сможем ее перевести без этого паспорта. И, по мне, на самом деле, это ударило очень сильно. У меня были истерики первые несколько дней, просто от непонимания, как действовать, потому что ее придется либо оставить, либо нам оставаться вместе с ней, делать паспорты и думать, надеяться, что дальше что-то получится. То есть мы не уверены были, что мы, в принципе, через долгое время сможем выехать. И вообще было непонятно, что произойдет дальше. Я немножко расскажу о своей семье. Я женат, у меня 2 детей. Мы довольно много путешествуем и часто меняем места обитания. В среднем живем по году в одном месте. Последний год мы снимали квартиру ближе к работе в Москве. Вот, и 23 февраля, в силу сразу нескольких причин, у нас есть своя квартира, мы переехали в свою квартиру, вернулись, в которой не жили несколько лет. И занимаясь несколько дней переездом, первую ночь в своей новой старой квартире мы провели именно 23 февраля. Привезли все вещи, перевезли детей, сделали легкий ремонт. Провели 1 ночь в этой квартире, и 24 февраля, проснувшись, открыли новости, и просто мир изменился. Я не знаю, как это описать. Было ощущение, что мы вернулись домой, что мы проживем здесь долго, здесь будет интересно. Но это принятое решение, и начатое 24 февраля перевернули все с ног на голову, и это было... Не сразу, безусловно, пришло понимание того, насколько масштабный этот кризис, можно ли это назвать словом кризис вообще, но сразу стало понятно, что нас ждут изменения снова, и эти изменения, масштаб этих изменений мы сами пока, наверное, не осознаем.
Я хочу рассказать, просто когда все это началось, после 24 февраля, мы с Димой очень быстро приняли решение о том, чтобы я смоталась в Питер, закрыла все срочные дела, потому что никто не знал, насколько это, скажем так, военная операция, это позорное словосочетание, затянется. Давай называть. Затянется, а дела надо было решать. Надо было закрывать счета в банках, надо было забирать документы. Мы живем в Петербурге, и оттуда мы сюда переехали. И возвращалась я в Стамбул 2 марта. 2 марта, да. И очень бросилось в глаза, то есть тогда еще только вот это все нарастало. Тогда бросилось в глаза, Пулково был фактически пустой, вот только рейс Turkish Airlines, на котором я летела, он был заполнен битком. И действительно, как правильно сказал Дима, стояли на посадку, на контроль молодые люди, компаниями уезжали. Да, у них там было по чемодану, максимум 2, многие везли животных испуганных, перепуганных. И было видно, многие обсуждали в зале ожидания, что вот, слава богу, мы уже ждем самолет, и наступило облегчение. Атмосфера общая была, немного напряженная, но не между людьми, а из-за всей ситуации. Улетит ли самолет? А как там будет на чужбине? Потому что кто-то ехал с пересадкой. Вот мы долетели когда до Стамбула, пол рейса вот этого огромного перебежали на другие страны. Это был Тбилиси, это был Дубай, почему-то Мальдивы, не знаю, может там еще какие-то пересадки есть. Но, в общем, люди бежали, бежали на самолет, на последующий. Но я еще Диме, когда сидела в Пулково, ждала, написала, что, слушай, тут столько молодежи, видно, что улетают люди, которые соображают, которые пользуются всем тем, чего сейчас в России людей, молодых, оставшихся, лишили. Не только молодых. И было видно, что они все вовремя сообразили, что нужно делать ноги, грубо говоря, куда деваться. Тут стоит добавить, что это было, все эти истории, они все в основном связаны 2, 3, 4 числа. И на эти даты на 4 число было назначено заседание Совета Федерации. Да. И массово люди говорили с тем, что когда приезжали, говорили, что вот завтра ведут и будет не выехать вообще. На самом деле этого ждали вполне серьезно. И в основном, конечно, ребята, которые сюда приезжали, это, в общем-то, призывной возраст. Да. И, скажем так, люди самостоятельные, не желающие принимать в этом участие и решающие сами свою судьбу. То есть, у всех, в общем-то, есть нормальная работа, или как минимум была, какие-то сбережения, какие-то банковские карточки. И, в общем-то, наверное, можно сказать, что, как говорят, качество этих людей, то есть, конечно, это средний класс. То есть, это сваливал средний класс массово. Да, у меня был рейс в Москву. Я не усидела. И оказалось, что Аэрофлот уже снял все рейсы. Я это узнала только по факту. Соответственно, мне пришлось остановиться в Стамбуле. И пообщавшись здесь с ребятами, которые целенаправленно уехали из России, я поняла, что я не хочу возвращаться в Россию. Из-за того, что нестабильная ситуация. Ты испугалась? Да не то чтобы испугалась, я просто не знаю, что будет дальше. И если закроют границы, я не смогу никуда выехать. Почему-то меня расстраивает эта перспектива. То есть жить за этим железным занавесом мне бы не хотелось. У тебя кто-то остался в Москве? У меня в Москве много знакомых, а так у меня родственники? Мама и, в принципе, мои родственники. Мама как относится к тому, что ты не хочешь возвращаться? Мама меня поддержала, как ни странно. Хотя она обычно мне говорит, сиди дома. Но в этом она меня поддержала, сказала, устраивай свою жизнь, как считаешь нужным. Если считаешь, что там лучше, оставайся. Буквально, мне кажется, в первый же день мы подумали о том, что, что дальше будет. Мы совершенно не понимали масштабов, так как никому не могло прийти в голову, что зайдет так далеко, стало непонятно, насколько далеко еще может зайти. Поэтому сразу, в принципе, начали думать. И, наверное, буквально в первый день, 24-го, я сказала сыну, что, возможно, ты как-то еще долго не появишься в доме моих родителей, потому что мы не знаем, что будет дальше. И буквально 26-го, через 2 дня, муж с сыном улетели сюда. Поначалу все говорили возвращаться, а потом в какой-то момент, когда «Эхо Москвы» закрыли, я звоню
Я говорю, я, наверное, все-таки полечу в Стамбул. Мне сказали, это правильно. И, ну, как бы из всех вариантов я не рассматривала Грузию и Армению, потому что я понимала, что туда, я знала, что туда очень много айтишников вывозят, потому что мы тоже плотно работаем с IT-сферой, и для нас это достаточно понятно все. А Стамбул, он город большой, я здесь была когда-то, ни в Грузии, ни в Армении не довелось, и для меня как-то Стамбул попроще. Ну, был в плане локации, релокация. Это был огромный стресс, потому что это постоянно нервы какие-то еще с ребенком. Ребенок тоже все понимает, ему 14, но он не может не вернуться в эту школу, поэтому мы с ребенком поехали. И вот это ощущение расставания, конечно, оно было тяжелым. Постоянно там слезы, постоянно нервы, злость, то есть когда ты не можешь ничего сделать. И, наверное, это было самое тяжелое. Я купила билеты в Стамбул, потом прилетела сюда, еще стала... В день, когда я бронировала Airbnb, я сначала искала здесь комнату, потом решила, что нет, сервис это надежнее, ну какой-то вот прям, потому что все-таки есть какая-то сервис, там зарегистрировано все это. И стала бронировать, понимать, что карты все, не проходят. То есть вот у тебя есть деньги, а ты ничего не можешь сделать. И более того, сервис выслал сообщение, что так как ты из России, ну, соответственно, вы из России, то как бы лесом и не сворачивая. Начнем с того, что мы давно планировали переезд, хотели пожить где-то в другой стране на протяжении последних, наверное, 3 лет. Рассматривали как вариант Грузию, то есть думали, что это что-то близкое нашей культуре. Вот. Но как-то не хватало вот какого-то толчка для этого, и все откладывали. 3 года мы это решение, да. собирались. Вот. И как раз мы запланировали отпуск на март, и уже даже заранее написали там заявление, все как обычно. Отложили там небольшую сумму там, на какой-то скромный отпуск. То есть стали поступать какие-то неспокойные новости, и мы думали, что отложим отпуск и поедем в апреле на подольше, то есть, подумали на полгодика, допустим, и потом решим дальше, на месте. И, собственно, 24 числа, наверное, как и многие, мы проснулись и полезли смотреть новости. Я проснулся и полез. И увидел ужасные новости. И, собственно, в тот момент мы решили, что, похоже, надо все-таки лететь в этот отпуск и смотреть уже на месте. То есть, возможно, как раз и настало то время, когда надо попробовать где-то еще пожить. Буквально вы снимаете, да? Буквально несколько историй. Ребята ночевали у нас дома. Я, когда шел на это интервью, пригласил знакомых, буквально этих ребят, они сейчас пока все еще в Стамбуле, но к сожалению, ребята отказались. В общем-то, я их могу понять отчасти, потому что 2 из них работают в финансовой сфере, не хотят публичности, и говорит, буквально мне вчера парнишка написал, что я, говорит, сейчас не готов публично выражать свое мнение. Наверное, это часть страха, который имеет место быть, и в моих глазах это совершенно оправданный страх, и я не вижу в этом ничего абсолютно плохого, зазорного. Спикером могу быть я. Ребята ночевали дома, это буквально люди, как можно сказать, в реактивном состоянии, буквально в реактивном. То есть, когда человек хорошо покушал, при этом он смеется, но смеется, знаете, как это не веселый смех, то есть, когда человек делает, то есть улыбка натянутая, после чего ложится на постель и смотрит глазами в стенку. То есть, я вообще сидел за компьютером, мне казалось, что он спит или не спит, и хотелось его там потыкать пальцем, но мне вообще казалось, что у него открытые глаза, то есть, у человека. Девочка, которая через нас летела в Белград, она сломала свой телефон, она потеряла, по-моему, какие-то билеты. Это из-за огромного стресса. Еще почему очень важно, как-то стараться себя взять в руки, потому что стресс,
он неминуемо, вот этот беспокойный ум, он беспокоит и тело. И начинаются какие-то ранения, травмы, вот эти вот стрессовые травмы, какие-то проблемы с техникой. Ну, а этого всего не надо, потому что вы в чужой стране, особенно там, если транзит и мало времени, вам надо вообще собраться, потом отпустите себя, пусть потом будет этот нервный срыв, пусть потом будет эта волна. Но сейчас нужно как бы собираться и все делать максимально четко. Никто вам помогать не будет. На самом деле, за последние дни я просто очень много раз видел, как люди просто тупо плачут. И плачут много. То есть у всех это разный плач. У меня медицинское образование, я прошлый медик, то есть как бы, но, собственно, я могу понять этот механизм, как это срабатывает. Самое главное, что это никак не купирует на сегодняшний момент. То есть люди начинают пить алкоголь, что категорически, конечно, не стоит делать. Люди по крайней мере, не напиваться точно, потому что там еще будет абстиненция. Ну, абстиненция и там все остальное. Вот. Но самое главное, никто не прописывает никаких механизмов, как этого избежать. То есть, на самом деле, их, наверное, пожалуй, даже... И нету, а кто тебе пропишет такая ситуация? Наверное, их даже и не существует. Вот. И, конечно, информировать о данной ситуации, о сложившейся, очень важно, я буду подчеркивать это каждый раз, очень важно снимать подобные видео, очень важно что-то писать, очень важно помочь людям хотя бы информационно. Я понимаю, что мы не можем поселить у себя всех, но хотя бы 5 человек отвести за ручку, сказать, делай вот это, иди сюда, сходи сюда, сфоткайся, сделай копию, иди к нотариусу. Это простейшая вещь, но это очень сильно облегчает процесс и немножко снимает стресс. Да, и очень важно в таких ситуациях сказать людям, все получится. Мы тоже в такой же ситуации, мы тоже обеспокоены, и мы не знаем, что будет завтра. Но вот мы можем по своему опыту дать такие-то, такие-то советы, поэтому ты успокойся, иди и сделай, и будет легче. Ты переживаешь за родственников, которым там остались? Да, кстати, интересный вопрос, потому что пока я находилась в Москве или у себя дома с мамой, я чувствовала себя спокойно. То есть, когда ты там находишься, не понимаешь, что происходит, в принципе, в мире, в стране. И кажется, что все нормально. Когда я вот сейчас уехала... Когда со стороны посмотрела на это? Да, и, возможно, просто здесь такая атмосфера у всех. У кого-то политические взгляды очень радикальные, я это все слышу. Не то чтобы я прям волнуюсь, и внутри спокойно абсолютно, но все-таки я не знаю, что будет в будущем. То есть я понимаю, что сейчас там все стабильно вроде бы, но именно у моей семьи. Не в стране в целом, а у моей семьи. Но я не знаю, что будет в будущем. И меня это немного беспокоит. Меня даже, наверное, больше беспокоит то, что я буду далеко. И если что-то случится, ты... Да, если бы я была рядом, я там со всеми вроде бы. И когда в ситуации, внутри ситуации ты находишься, как-то не волнуешься ни за что. Больше боишься за других. За других, либо... это вот как, допустим, приведу пример. Я волновалась перед самолетом. Я обычно не боюсь перелетов, но бывает, то сон плохой приснится, какое-то волнение возникает. Я волновалась, не могла спать ночью. Но когда я села в самолет, и когда то есть я попала в ситуацию в реальную, волнение все ушло. Примерно так же здесь. Когда находишься там, в этих событиях, как-то ты там уже по факту ни о чем не волнуешься. А когда на расстоянии, вот эта неизвестность, она пугает. То есть непонятно, как все повернется дальше. Каким был отъезд ваш? Очень быстрым. Муж и сын собрались за несколько часов. Я взяла билеты вечером, и утром они уже улетели. То есть мы не спали ночь, ребенок спал. Утром в 5 утра мы просто разбудили и сказали, что, слушай, сегодня вот ты с папой улетаешь в Стамбул, а я прилечу позже. И, порядка нескольких часов, 5 часов и собранный чемодан. Я осталась в Москве, мне нужно было доделать много дел, и потом я пыталась улететь в Турцию. Мне аннулировали один билет, потом я поняла, что я не смогу взять ничего дешевле 170 тысяч, и я полетела через Таджикистан. Когда муж с сыном улетели, вы почувствовали облегчение? Я одновременно испытала облегчение и дикий страх, что я не смогу улететь за ними, потому что, самое страшное было бы остаться
в разных странах. Непонятно насколько, потому что, конечно, самое страшное — это железный занавес и там, не знаю, объявление военного положения, когда никто никуда не летит уже. Это было очень тревожно. И, с одной стороны, хорошо, что они улетели, с другой стороны, как-то я примирялась к масштабам такой трагедии, что ребенок будет расти какое-то время без меня, что мне будет очень трудно добраться. Такое совершенно полное непонимание, что будет дальше. Поэтому облегчение сложно назвать. Но облегчение, наверное, стало, когда вы уже прилетели. Да, это правда, это абсолютно точно. Я буквально в тот же момент поняла, что мне, в общем-то, все равно, где быть, если мы с семьей все вместе. И если я понимаю, что они в безопасности, я в безопасности, дом можно сделать где угодно. Как ваши родственники и друзья отнеслись к тому, что вы уезжаете? Из всех моих родственников я самый жизнеспособный гастарбайтер. Я говорю на 2 языках иностранных. И у меня все-таки есть какое-то звание, которое сейчас в Европе, наверное, бессмысленно. Но в целом, я понимаю, что здесь я могу подать на какие-то гранты, на еще что-то. Я говорю на английском, говорю на итальянском. На крайний случай я в отеле прекрасно пригожусь. За ресепшене на нескольких языках я смогу работать. То есть, может быть, конечно, это завышенное представление о себе, но это не уровень убирать номерах. То есть, по крайней мере, в чем-то, да, и я, языки мне даются легко, и, как говорится, если надо, и турецкий тоже на минимальном уровне выучу. Поэтому семья одобрила, и муж одобрил, и все поддерживают. Поэтому здесь и сын тоже, естественно, все одобрили. Мне кажется, родственники и друзья отнеслись к этому решению. Тут, наверное, такая же поляризация произошла мнений среди родственников и друзей к отъезду, к факту отъезда, как и разлом не по этой части проходит, да, ведь определяющим является то, как люди относятся к тому, что сделала Россия, и к тому, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. И часть родственников, самых близких родственников, считает, что в любом случае, невзирая на то, как правильно, неправильно то, что делает российская армия, Путин, что необходимо быть в своей стране, дома и стены помогают, и весь этот набор штампов. Часть самых близких родственников и друзей считает, что нет смысла оставаться внутри этого железного занавеса, который за 2 недели успел опуститься. И, наверное, до каких-то радикальных перемен безопаснее и правильнее оставаться за пределами России. Хотя, безусловно, это очень тяжелое решение. Это наша родина, страна, которую мы безумно любим. Но там есть объективные причины, по которым оставаться в России небезопасно. Что вы почувствовали, когда прилетели сюда? Какое-то облегчение было? Не могу сказать, что было облегчение, потому что, когда ты прилетаешь в чужую страну, у тебя нету даже элементарно какого-то интернета. То есть мы кое-как подсоединились к сети аэропорта. Мы знаем английский. Как только аэропорт ты покидаешь, то есть обратно войти ты в него не можешь. И, соответственно, интернет у тебя пропадает. И нам пришлось искать такси, то есть прямо вокруг аэропорта. И это было, конечно, очень стрессово. Но хорошо, что, в принципе, все разрешилось хорошо. Да, мы нашли просто чуть-чуть подороже такси, доехали до места. В тот момент у меня была просто паническая атака, мне кажется. То есть, потому что мы связывались с нашим другом, и у нас пропал интернет. И у нас есть адрес, но ощущение, что мы сейчас здесь застрянем. То есть просто не выберемся отсюда. Еще шел снег. Да, и холодно было. Просто приехали как будто бы в никуда. Было очень жутко. Но потом, когда наступило утро, все, стало, конечно, поспокойней. Да, то есть мы как будто бы почувствовали, что какой-то этап завершился, и то есть мы хотя бы что-то сделали. То есть, и
Вот. Какие-то планы на будущее у вас сейчас вы строите или вы ждете, как что-то будет понятно? Мы строим, но это очень сложно. Это как, как будто все будущее схлопнулось. И у нас были планы, и мы из тех людей, что строят планы. Сейчас это не планы, а скорее такие наброски ситуативные. Насколько что удастся, вообще ничего не понятно. Что будет дальше, непонятно ни с каких сторон. И скорее это такая, правда, ситуативная подстройка под реальность. Сложно назвать это планами. Ну, вы хотели бы вернуться обратно когда-нибудь? Когда-нибудь. Знаете, когда уезжала, я поняла внезапно, что я много лет готовилась к отъезду, и я поняла, что это ужасно больно, и к этому нельзя подготовиться, потому что это очень болезненная мысль, что ты не можешь планировать будущего в родной стране, что тебе нужно перестраивать всю свою жизнь, искать какие-то места, где безопаснее, свободнее, где можно развиваться и где можно не бояться растить детей. И для этого тебе нужно уехать из дома. Это больно. Поэтому я как-то искренне надеюсь, что будет еще вообще... Я застану то время, когда домой будет безопасно и хорошо возвращаться, и, может быть, насовсем. Я не знаю. Но сейчас как будто мы очень далеки от этой точки. Не все хотят уезжать. Вы хотели бы вернуться обратно? Нет. Даже если все будет хорошо? Прекрасную Россию будущего. Павел, я скажу так. Мне 47 лет. Из этих 47 лет я 22 года не жил в России. То есть ровно половину. Если учитывать, что половина этого возраста — это мое детство и, в общем-то, скажем так, вот всю свою осознанную жизнь я жил не в России. Я 10 лет прожил в Чехии, 2 года жил в Штатах. То есть сейчас вот здесь, в Стамбуле. Понимаете, я каждый раз себя убеждаю в том, что, смотри, сейчас там что-то изменится, сейчас там что-то похорошеет. И я каждый раз себе говорю: дружище, не делай этого, не надо. Чем дальше, тем лучше. Это мое личное мнение, я его не навязываю никому абсолютно. Но я жутчайший пессимист. Я не могу понять, в принципе, как в 21 веке может идти большая конвенциональная между страной, в которой 140 миллионов, и страной, в которой 42 миллиона. С использованием авиации, танков, всего остального. Я этого не понимаю в принципе. Ни один человек в мире мне этого не сможет объяснить. В целом, пока неизвестно, куда дальше, что. У меня там свой бизнес, у меня постоянные клиенты, которые не зависят от санкций, да, то есть которые не попали под санкции. И в целом, в Петербурге я достаточно, не могу сказать, что известная личность, это не будет неверно, но я устоявшаяся, то есть это когда у тебя все стабильно. У тебя там большая квартира, у тебя там машины, у тебя есть круг, ты можешь все решить, есть связи. Поэтому, конечно, если что-то изменится, я бы хотела вернуться к себе домой и там уже продолжать что-то дальше менять. Но сейчас, на данном моменте, для меня самое главное, если меня спросите, почему, соответственно, уехала, я не то поколение, которое готово приспосабливаться. Вот поколение чуть старше, это уже они привыкшие, они привыкли во время 90-х, что важно приспособиться. Я их не виню, я их понимаю. Они так живут. А на нашем поколении как раз где-то 40 с небольшим и городского населения, и младше, уже младше гораздо, это то поколение, которое не совсем склонно приспосабливаться. Если люди образованы, то есть в высокой степени. Тут самый средний класс, который сейчас весь и поехал.
А так, не знаю, то есть мы все живем в чувстве неопределенности. Самое главное, что ты всегда живешь, вот даже, допустим, я к вам прихожу, я понимаю, что мне может потом это выйти боком. Я это обсудила со своей семьей. Я не обсуждала это со своими коллегами, потому что там было бы однозначное нет. Я обсудила со своей семьей, да, это определенное там участие в любых передачах. Сейчас это определенный риск, что ты можешь оказаться врагом народа и потом не вернуться. Так и есть. Но если что, есть много чудесных мест. Наверное, я так подозреваю, Бали, там, диджитал, понимаете, он есть везде. В этом плане у меня есть определенные плюсы, компетенции, которые позволят мне выжить. Да, вот в последние там дни февраля часто вертелась на уме вот эта вот фраза, что хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, и кажется, не только у меня, не только у нашей семьи, а у там огромного количества людей горизонт планирования, он сократился с нескольких лет, у кого-то месяцев, до гораздо более коротких сроков, да, дней, недель. Вот. Да, мы постепенно приходим в себя, начинаем строить какие-то планы относительно будущего, вот, но сказать, что вот, у нас появилась определенность, и мы точно знаем, как будут развиваться события, где окажемся мы, что мы будем делать, как мы будем, не знаю, там, зарабатывать деньги, как будем обеспечивать семью, в какую школу будут ходить наши дети и в какой стране они вырастут, пока этого, к сожалению, не можем. Сложно строить планы на будущее. Пока что у нас планы снять квартиру и пожить здесь, возможно, оформить туристический ВНЖ, ну и, собственно, реализовать наше вот это желание пожить где-нибудь вне в России, то есть посмотреть, как люди живут в других местах, и уже на фоне этого принять дальнейшее решение. Ну и сейчас как-то в этой ситуации не очень хочется возвращаться домой. Ну, вы хотели бы вернуться? Я бы хотел. Мы бы хотели вернуться, если бы там что-то поменялось. Но я бы хотел вернуться, если ситуация хотя бы начала бы улучшаться в каком-то, я не знаю, сдвинулась с мертвой точки в политическом плане. То есть, чтобы хотя бы ощущалась возможность планировать какое-то долгосрочное будущее свое. Потому что, да, Потому что сейчас такого ощущения нет. В принципе же мы собирались даже вот эти 3 года пожить в другом месте не просто потому, что нам так захотелось, наверное, а по причине как раз того, что не очень понятно, как строить было будущее вот в стране, где ты живешь. То есть в плане детей думать тоже как-то было странно. Ну, то есть не знаю, как объяснить. То есть не очень хотелось детей вот именно в этой стране. То есть было как-то неспокойно. А сейчас-то тем более. И да, очень мне нравится мой город, мне нравится, в принципе, моя страна и люди. Естественно, хочется жить там, где ты родился. Но не в такой обстановке. Наверное, да. То есть да. Детям желаешь... Тоже хотел бы отметить то, что сама страна мне нравится, я люблю Россию. И я там с большим удовольствием проводил время со своими друзьями и с людьми, которых я люблю. Но... И уезжать оттуда было на самом деле... Да, уезжать было тяжело. Самым стрессовым, самым тяжелым, да, решением в моей жизни. И выходить в тот момент, когда мы собрали чемодан, мы уже должны были выходить на поезд, садиться на поезд, чтобы в Москву приехать. И как бы весь этот процесс переезда начать. То есть покидать квартиру в этот момент было очень странно. То есть ты выходишь вроде бы из своего дома как будто бы как обычно, но понимаешь, что ты не знаешь, когда ты сюда вернешься, и вернешься ли вообще, и что будет вообще дальше. И охватывает нас такая паническая атака просто в этот момент. То есть было очень сложно даже как будто бы переступить порог. И прощаться с родственниками, говорить то, что да, все хорошо, там, мы попробуем, если что, вернемся. И мы, в принципе, с такими мыслями-то и уехали, что если что, мы всегда можем просто взять и хоть на последние деньги вернуться обратно, если что-то пойдет не так. Но все равно это чувство неясности. Все равно не отдаешь себе отчет в том, что случится.
И последний вопрос, можете, наверное, не отвечать на него, если не хотите. А чувствуете ли вы какую-то вину или стыд из-за того, что происходит? Ну, как такая коллективная ответственность? Хороший вопрос. Я стараюсь не принимать на себя ответственность за те поступки, которые я не могла предотвратить, не мои поступки. Я чувствую стыд за, какой-то общий, вообще за этот факт, за тот факт, что Россия в Украину. Россия моя страна, и Украина моя страна, потому что я наполовину украинка, и у меня там родственники. А так как я жила в России, всю жизнь прожила в Москве, я все равно по идентичности больше к русским людям, и мне очень обидно. Мне, наверное, мне больно, что как будто от моего имени совершились такие действия. Мне нехорошо нигде сейчас, потому что я понимаю, что люди умирают, и это не стыд, это скорее это боль, это постоянная боль. Я не знаю насчет вины. Наверное, я хорошо понимаю, что я мама, и первая моя задача — это позаботиться о том, чтобы я осталась как можно дольше у ребенка. И это та причина, по которой уехать, например, это было лучшим решением, чем идти и попасть, как-то активно выражать свою позицию, потому что равно попасть под на какие-то наказания, которые меня могут отнять у ребенка. Поэтому, наверное, я сожалею, что я не могу выражать свою гражданскую позицию, но я абсолютно точно знаю, что я делаю все, что могу для своей семьи. Как ты в целом относишься к тому, что произошло? Если хочешь, можешь не отвечать. Я вообще к этому никак не отношусь, я считаю. То есть я же к этому не причастна, значит, я к этому не отношусь. Мне не нравится то, что... Я могу понять украинцев, которые на эмоциях какие-то проклятия пишут, говорят в сторону русских. Те, которые... Тебя это расстраивает, злит? Меня это расстраивает, но меня это не злит, я могу их понять, потому что у них стрессовая ситуация. Я могу понять даже иностранцев, которые как-то тоже радикально по отношению к русским сейчас настроены. У всех эмоции, но я не могу понять русских, которые начинают говорить то, что им стыдно, что они русские. Я вообще этого не понимаю. Тебе не стыдно? Нет. Потому что... Хотя ты не спрашивал, почему. Мне просто не стыдно. Почему я должна стыдиться того, к чему я не причастна? И последний вопрос, на который вы можете не отвечать. Вы чувствуете какое-то чувство вины или стыда за то, что происходит, или именно потому, что вы из России? Я бы хотела как раз на него ответить. Я совершенно не чувствую чувства вины, и я могу объяснить свою причину. То есть вот эта точка зрения, которая навязывается нам в когнитивной войне, да, я просто понимаю, что такое когнитивная война, что такое экономическая блокада, оно как раз-таки направлено, оно ошибочно, в нем посыл ошибочный. То есть с тех пор, как у нас была революция в России, и потом Советский Союз, от населения в целом не зависело, кто будет у власти. И вот это вот несколько поколений населения привыкло не выбирать, не демократию строить, а выживать в том режиме, который есть. И сейчас ставить вину населению, которое абсолютно во многом на 80% аполитично, что по их вине, соответственно, грубо говоря, это на Украину и там проводят. Это бессмысленно. Это наоборот, вот эта экономическая блокада, это вот эта когнитивная война, которая направлена, это глобальная ошибка, либо не ошибка, я не могу сейчас это точно утверждать, со стороны
западных структур, потому что это настолько объединит вот их всех. Вот тех, кто остался, потому что санкциями, когда лишат людей работы, я уверена, что, я планирую этим заняться, посмотреть на, это цинично звучит, но посмотреть на протяжении нескольких лет, как вырастет количество суицидов, как вырастет количество сердечных заболеваний. Потому что это по-любому скажется. Люди без работы, людям нужно что-то кушать, люди не могут заработать, и уровень жизни значительно упадет, и это просто повлияет на здоровье нации, населения. В лучшем случае это будет нищая варварская страна, но которая сплочена единой идеей. Вот это то, что можно получить такими подходом. В худшем случае, наверное, это второй вариант, это будет полностью раздробленная страна, полностью, то есть она развалится вся по кусочку. Вот только то, что можно добиться этим блокадом. Добиться того, чтобы люди вышли, те, которые понимают, они и так выходят. То есть уровень, это не невежество как таковое, а уровень аполитичности, он очень высокий. И я очень много участвую в выборах. Я постоянно хожу на выборы, я там и наблюдателем была, и все это. И я могу сказать, что у нас все-таки, да, пусть мы что-то медленно, но мы что-то делали. Мы пытались там на низкий, более там муниципальный, городской уровень продвинуть каких-то депутатов, которые действительно работают. Но вот то, что сейчас сделано, оно полностью свело на нет все усилия. Потому что сейчас добилась того, чего хотела. Потому что они теперь могут сказать, а вот смотрите, видите, мы были правы. Нас Запад ненавидит, и вот они что вам устроили. Не мы вам устроили, а они вам устроили. А если бы как раз-таки западные страны объединились и поддержали население, сказали, мы вам поможем, другую политику бы заняли, вот тогда был бы отклик. А они пошли против населения, мирного населения, которое действительно очень много связей с Украиной. Это братский народ. У нас проекты вместе с Украиной. Мы, пользуемся одними и теми же программными обеспечениями, и это люди все здравые, понимают. Понятное дело, есть радикалы. Есть они везде. И у нас есть радикалы, там есть радикалы. Что на Украине голимая пропаганда, что у нас. И она действует. Поэтому я не чувствую за собой вины, я четко понимаю причины следственной связи, для себя, как так получилось. И изменить на данном этапе что-то, даже если выйдет 1 миллион, мы не сможем. У нас есть понятие вынужденная миграция. Поэтому, соответственно, просто будет больше еще мигрантов. И все. Я не говорю о том, что ничего сделать невозможно, но такими мерами кардинальными, как сейчас применяется, точно невозможно. 100%. Обратная реакция. Есть какое-то немотивированное чувство какой-то коллективной вины? Наверное, что-то подобное есть. Потому что как будто бы, с этим можно не соглашаться, но как будто бы все это происходит с нашего молчаливого согласия, потому что ты смотришь, как происходят эти процессы в других странах, и там как будто бы люди действительно что-то решают. Но в нашей ситуации мы не чувствовали, что мы что-то решаем. Хотя даже мы пытались делать то, что, по сути, незаконно в нашей стране, то есть, в принципе, выходить на какие-то демонстрации, митинги и как-то высказываться, и даже высказывание в интернете уже было опасным. И это было, очень удушающим чувством, когда ты просто не можешь сказать то, что ты думаешь. То, что ты просто против. Например, да. То есть хотя бы просто нет, это уже было и есть. Сейчас это уже не закон. Есть для того, что произошло. Я не знаю, как ты это будешь монтировать. Какая-то коллективная ответственность. Я знаю, что тема, она активно муссировалась в социальных сетях, в медиа. Мне абсолютно не стыдно, что я русский, и я не скрываю того факта, что я русский. Это не значит, что я поддерживаю то, что происходит, безусловно. Мне стыдно, что они русские. Вот те люди, кто принимал эти решения, абсолютно, я не знаю, как это описать, Совет Безопасности, который впервые за
По-моему, это был единственный случай, когда вообще в истории, когда заседание Совета Безопасности со всеми его членами, оно транслировалось федеральными каналами каким-то образом. Очевидно, что это размывание ответственности и попытка замазать абсолютно всех людей, которые там присутствовали. Вот. Поэтому и решения, которые приняты, они чудовищны. То, что происходит в Украине, это чудовищно. Я абсолютно не могу понять цели этого. Вернее, я понимаю цель там, конкретного человека, но никто, кажется, не может объяснить логически, зачем это нужно России, россиянам, причем вне зависимости от того, как они относятся к тому, что происходит на Украине и происходило на протяжении последних, неважно, там, 8, 15, 20 лет. Как бы, да, никому совершенно точно от этого не будет лучше. Вот. Поэтому я не чувствую стыда, потому что я, понятно, являюсь противником происходящего. Сделал ли я достаточно для того, чтобы это остановить? Наверное, нет. Каждый, наверное, из нас может себя в этом упрекнуть. Вот. Но стыда от того, что я русский, я не испытываю абсолютно точно. Вот. Мне стыдно, что люди, которые сейчас там погибают ради непонятно чьих интересов, вот, что они это делают и что они русские. Мне стыдно за них. Вот. Спасибо. Достаточно интересная, значит, вот ремарка еще, что когда находишься здесь, ты как бы смотришь с одной стороны, вот как будто вот стекло, да, это вот с одной стороны, а там люди с другой. И тут отсюда это казалось, это выглядело паникой. Я не скажу, что мы здесь как-то страдаем, мы абсолютно здесь устроены, никаких проблем нет, но люди, которые прилетали, они в полном просто вот прострации были. А с другой стороны, ты когда звонишь, пишешь в Россию, там говорят люди, а что у вас происходит? А почему у меня Apple Pay не работает? А почему у меня Apple Pay не работает? Да. Да. А что случилось? А что, да, типа, а что, какие-то изменения? Да, типа, то есть здесь это полный ахтунг, там это как будто... Ничего страшного, ничего не происходит, все нормально. Да, ничего не происходит. Но я думаю, что очень скоро вот эта ситуация, она станет зеркальной. То есть, как бы, те, кто здесь устроится, будут с таким же ужасом смотреть туда, а там люди начнут бегать. Потому что, там точно будут колоссальные изменения в жизни. То есть, колоссальные. Я думаю, что вот мы на своем веку такого не видели. То есть, это будет что-то новое.